4 октября собирается 4-й уже антикризисный совет экспертов. Надо сказать, что те предостережения и прогнозы, которые делались на предыдущих 3 советах, абсолютно сбылись. И также сохраняет актуальность рекомендации по выводу нашей страны из кризиса. Приходится, однако, констатировать, что большая часть этих рекомендаций не воспринимается. И в той системе управления, которая сегодня функционирует в нашей стране, оказывается довольно трудно реализовать эти антикризисные предложения. Прежде всего, их не воспринимают и блокируют реализацию денежной власти. Они не участвуют в дискуссиях, они продолжают обслуживать интересы международных спекулянтов, вместо того, чтобы в нынешней, очень сложной для страны ситуации создать механизмы макроэкономической стабилизации, механизмы связывания всех имеющихся ресурсов для вывода России на траекторию опережающего развития и для победы в той мировой гибридной войне, которую против России ведут страны Запада. Надо сказать, что со времени предыдущего антикризисного совета экспертов ситуация стала гораздо более драматичной. Нам противостоит западный мир, в котором объем финансирования военных расходов 10-кратно превышает наши. Объем их финансовой мощи на 2 порядка превышает наш. Но у нас есть свои преимущества, у нас есть сила духа, есть огромные ресурсы, есть возможности связать эти ресурсы в инвестиционных проектах, добиться вывода нашей страны на опережающее развитие, стратегия которого давно разработана и постоянно обновляется и предлагается на антикризисном совете экспертов. Мы видим возможность вывода России на траекторию не менее 8% прироста валового продукта в год, и даже в этом сложном из-за санкций западных стран году мы видим возможность продолжения экономического роста хотя бы с теми темпами, которые были в прошлом году. Именно на эти темпы нас ориентирует решение Высшего Евразийского совета, где главы государств установили ориентир на этот год и на следующий год добиться роста экономики не менее чем на 4,5%. Это вполне реальная задача. О том, как это сделать, мы поговорим на антикризисном совете. Я уверен, что будет очень много полезных и интересных идей. И хотелось бы, чтобы наша продуктивная элита сумела достучаться до властвующей элиты. И вот ради этого и выстраивается антикризисный совет, для того, чтобы конструктивные предложения по обеспечению опережающего устойчивого развития России, по мобилизации имеющихся в нашей стране ресурсов для победы были наконец услышаны, и эти конкретные предложения обсуждены и приняты к реализации. Я думаю, совет будет очень интересным и продуктивным.